Всем доброго дня! Сегодня мы готовим рулет с маком. Ну что, друзья, я вам очень советую приготовить этот рулет по этому рецепту, потому что результат был просто восхитительный. У нас получилось очень мягкое воздушное тесто, много начинки, и сверху я покрыла еще вот такой вот белой сахарной глазурью. На вкус рулет получился просто бесподобный. Ну что, начнем? Для начала мы возьмем немножко теплого молока, добавим 1 чайную ложку сахара и сухие дрожжи. Все это хорошенько перемешаем и оставим в теплое место, чтобы наши дрожжи активировались, чтобы получилась такая воздушная шапочка. Теперь займемся мукой. Муку просеем, добавим сливочное масло в муку и все это измельчим в крошку. Вот так вот я измельчила блендером, очень быстро. Получилась вот такая вот крошка. Затем начинаем замешивать тесто. Добавляем в емкость 2 яйца, затем 2 столовых ложки сахара и маленькую щепотку соли для баланса вкуса. Можете добавить сахара поменьше, а начинку сделать послаще. Здесь уже как хотите, можете экспериментировать. Яйцо взбиваем вместе с сахаром и солью. Добавляем муку со сливочным маслом измельченным. В муке делаем вот такую вот ямку, чтобы поместилась наша дрожжевая закваска. И потом выливаем сюда подготовленные дрожжи. Они уже активировались за это время. Им нужно было всего 10-15 минут. Затем все это хорошенько перемешиваем. Сначала в емкости, потом можно будет все это переложить на стол. Я же замешивала все это вот в такой чашке. Тесто должно получиться не совсем твердое, а вот такое вот эластичное, мягкое. И ставим в теплое место, чтобы тесто хорошенько поднялось. Этим временем мы займемся начинкой. У меня была готовая маковая начинка, поэтому я уже действовала по инструкции. Также мы берем изюм. Нам нужно, чтобы он немножечко у нас размягчился. Если у вас мягкий изюм, можно этого не делать. Я добавила в изюм буквально 2 столовых ложки кипятка, а кипяток в мак уже согласно инструкции. Все это размешала, накрыла крышкой и оставила, чтобы это все настоялось. Да, я еще в начинку добавила 1 столовую ложку меда, чтобы начинка наша стала более душистая, и это не помешало. Ну вот, смотрите, как у нас поднялось тесто, оно увеличилось почти в 3 раза. Теперь мы немножко тесто обомнем на столе, припыленной мукой. Я не стала раскатывать, а вот так вот тесто распределила по поверхности просто руками, потому что тесто было очень мягкое, и мне хотелось, чтобы воздушность его сохранилась. Ну вот, тесто я распределила уже по поверхности, и теперь мы выкладываем сюда маковую начинку. Ну вот, буквально вот так вот оставляя краешки, чтобы залепить потом можно было рулет. Сверху присыпаем изюмом. И закручиваем рулет. Рулет закручиваем осторожненько, потому что тесто очень мягкое, но я думаю, у вас все прекрасно получится. Я закрутила его с более короткой стороны, чтобы в рулете получилось больше слоев с маком. Потом рулет мы перенесем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставим в теплое место на 40-50 минут. Вот смотрите, какое чудо получилось у нас после расстройки нашего рулета. Оно увеличилось в 2 раза ровно, если не в 3. Мы смазываем весь рулет желтком, в который добавили 1 чайную ложку молока. И ставим в духовку на 35 минут при температуре 190 градусов. Вот наш рулет испекся, он получился такой красивый, зажаренный. Теперь начинаем делать глазурь, белоснежную, сахарную. У нас остался 1 белок, мы добавляем сюда сок лимона и сахарную пудру. И все это взбиваем. Вот, кстати, я взбивала венчиком, а можно было просто взбить миксером.
проверили наш рулет, вот он немножко остыл, и теперь мы покрываем глазурью. Все. И еще я присыпала изюмом. Вот так вот, чтобы рулет был еще красивее. Даем ему окончательно остыть. Все, рулет готов. Наслаждайтесь, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Удачи вам, друзья!